Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу, нет сил больше», — произнес он наконец. «Но, Боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все ну так и жжет. Нет, не в мочь уже пересилить себя, пора положить конец всему. Пропадай, душа, пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали». Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаной и сказал твердым голосом: «Прощай, Оксана, ищи себе какого хочешь жениха, дурач кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете». Красавица казалась удивленную, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. «Куда, Вакула?» — кричали парубки, видя бегущего кузнеца. «Прощайте, братцы!» — кричал в ответ кузнец. «Дай Бог увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и Божьей Матери. Грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь. Прощайте». Проговоривший это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. «Он повредился», — говорили парубки. «Пропадшая душа», — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. Пойти рассказать, как кузнец повесился. Вакула, между тем пробежавший несколько улиц, остановился перевесь дух. «Куда я в самом деле бегу?» — подумал он, как будто уже все пропало. «Попробую еще средства. Пойду к запорожцу пузатому Патсюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду. Ведь душе все же придется пропадать». При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости. Но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукой и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к пузатому Патсюку. Этот пузатый Патсюк был точно когда-то запорожцем, но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет 10, а может и 15, как он жил в Диканьке. Сначала он жил как настоящий запорожец. Ничего не работал. Спал 3/4 дня, ел за 6 косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру. Впрочем, было где и поместиться, потому что Патсюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широкие, что какой-нибудь большой бы он не сделал шаг, ног было совершенно незаметно. И, казалось, свинокуренная Кать двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его пузатым. Не прошло несколько дней после прибытия его в село, как все узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Патсюка, а Патсюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Патсюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видели где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень,
А может быть, то, что пролезть в двери, делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в этом нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Патюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшой кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла как нарочно наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки. «Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба, тот, по крайней мере, ест ложком, а этот и руки не хочет поднять». Патюк, верно, крепко был занят галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивший на порог, отвесил ему принизкий поклон. «Я к твоей милости пришел, Патюк», — сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый Патюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не во гнев, будь сказано, — сказал, собираясь с духом кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишься немного сродни черту». Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик, и мало смягчил крепкие слова, и ожидая, что Патюк, схвативший кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но Патюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. «К тебе пришел, Патюк, дай Боже тебе всего, добра всякого, довольствия, хлеба в пропорции». Кузнец иногда умел вернуть модное слово, в том он поднаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта». «Что ж, Патюк, — произнес кузнец, видя неизменное его молчание, — как мне быть?» «Когда нужно черта, то и ступай к черту», — отвечал Патюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки. «Для того-то я и пришел к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон. Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги». Патюк ни слова и доедал остальные галушки. «Сделай милость, человек добрый, не откажи, — наступал кузнец. — Свинин или колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности, как обыкновенно между добрыми людьми водится. Не поскупимся. Расскажи хоть, как примерно сказать, да попасть к нему на дорогу». «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами», — произнес равнодушно Патюк, не изменяя своего положения. Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его было написано изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина, а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Патюк молчал. Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было, но вместо того на полу стояли две деревянные миски. Одна была наполнена варениками, другая — сметаною.
Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим», — говорил он сам себе, — «как будет есть подсюк вареники». Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя. Нужно вареник сперва обмакнуть в сметану. Только что он успел это подумать, подсюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Патюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать. «Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тотчас заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувший вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человек нечистая сила, заметя при том, что один только Патюк может помочь ему. Поклонись ему еще, пусть растолкует хорошенько. Однако, что за черт, ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные. Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь. Назад! И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из его рук такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз подрал по коже кузнеца. Испугавшись и побледнев, не знал он, что делать. Уже хотел перекреститься, но черт, наклонив свое собачье рыльце, ему на правое ухо сказал: «Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь». Пискнул он ему в левое ухо. «Оксана будет сегодня же наша», — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнец стоял, размышляя. «Изволь», — сказал он наконец, — «за такую цену готов быть таким». Черт сплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался, кузнец», — думал он про себя. «Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малевания и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аду все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумке. «Ну, Вакула!» — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, что он не убежал. «Ты знаешь, и без контракта ничего не делают». «Я готов», — сказал кузнец. «У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь». Тут он заложил назад руку и хвать черта за хвост. «Вишь, какой шутник!» — закричал, смеясь черт. «Ну, полно! Довольно уже шалить». «Постой, голубчик!» — закричал кузнец. «А вот это как тебе покажется?» При сём слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. «Постой же», — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — «будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных крестьян». Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамени. «Помилуй, Вакула!» — жалобно простонал черт. «Все, что для тебя нужно,
Все сделаю. Отпусти только душу на покаяние, не клади на меня страшного креста. А вот каким голосом запел немец проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе. Слышишь? Неси, как птица. Куда? Произнес печальный черт. В Петербург, прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух. Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первой красавицей на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут 10, как он верно придет поглядеть на меня. Я и в самом деле сурова. Нужно ему дать как бы нехотя поцеловать себя. То-то он обрадуется. И ветреная красавица уже шутила со своими подругами. «Постойте», — сказала одна из них, — «кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки. Он не по-нашему наколедовал. Я думаю, сюда по целой четверти барана кидали. А колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь! Целые праздники можно объедаться». «Это кузнецовы мешки?» — подхватила Оксана. «Утащим их скорее ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал». Все со смехом одобрили такое предложение. «Но мы не поднимем их!» — закричала вдруг толпа, силясь сдвинуть мешки. «Постойте!» — сказала Оксана. «Побежим скорее за санками и отвезем на санках». И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средства вылезть. Но вылезть из мешка при всех, показать себя насмех — это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезать, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов 100, а может быть и другую. Вылезши же нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс. Сколько работы! Да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка, расстроенный не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дожидаться, авось либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его, но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные крестьяне, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении. «Вишь, какие мешки-то кто-то бросил на дороге», — сказал он, осматриваясь по сторонам. «Должно быть, тут и свинина есть. Эх, повезло ж кому-то счастье наколедовать столько всякой всячины. Экие страшные мешки!»
предположим, что они набиты гречаниками да коржами, а то и добре, хотя бы были тут одни поляницы. И то жидовка за каждую поляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтоб никто не увидел. Тут взвалил он себе на плечи мешок с чубом в дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. «Нет, одному будет тяжело несть», — проговорил он, а вот как нарочно идет ткач, Шуповаленко. «Здравствуй, Остап!» «Здравствуй», — сказал остановивший ткач. «Куда идешь?» «А так, иду, куда ноги идут. Помоги, добрый человек, мешки снесть. Кто-то коледовал, докинул посреди дороги. Добром разделимся пополам». «Мешки? А с чем мешки? С кнышами или поляницами? Да, думаю, всего есть». Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах. «Куда ж мы понесем его, в шинок?» — спросил дорогою ткач. «Оно бы и я так думал, чтобы в шинок, но ведь проклятая жидовка не поверит. Подумает еще, что что-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает. Жинки нет дома». «Да точно ли нет дома?» — спросил осторожный ткач. «Слава богу, мы не совсем еще без ума», — сказал кум. «Черт ли бы принес меня туда, где она? Она, я думаю, протаскается с бабами до света». «Кто там?» — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь. Кум остолбенел. «Вот тена!» — произнес ткач, опустя руки. Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумушек и зажиточных старух. Хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам со своим мужем, потому что в это время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровара волосного писаря, а крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий, выходивший из дому, никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из плетня. Печь не топилась дня по 3. Все, что не напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подали от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами. А дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях. Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами, но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила. «Вот это хорошо!» — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. «Это хорошо, что наколедовали столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет, я думаю, где-нибудь подцепили, а? Покажите мне сейчас, слышите? Покажите сейчас мешок ваш». «Лысый черт тебе покажет, а не мы», — сказал приосанясь кум. «Тебе какое дело?» — сказал ткач. «Мы наколедовали, а не ты». «Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница!» — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам,
ткача по спине и уже стояла возле мешка. «Что мы допустили ее?» — сказал ткач, очнувшись. Что мы допустили? А от чего ты допустил?» — сказал хладнокровно кум. «У вас кочерга, видно, железная», — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу. Дала Пивковы. Да ничего не больно». Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него, но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. Да тут лежит целый кабан!» — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши. «Кабан, слышишь, целый кабан!» — толкал ткач кума. «А все ты виноват!» «Что же делать?» — произнес, пожимая плечами кум. «Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок. Ну, приступай!» «Пошла прочь, пошла! Это наш кабан!» — кричал, выступая ткач. «Ступай, ступай, черт твоя баба! Не твое добро!» — говорил, приближаясь кум. Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди синей, подтягиваясь как человек, только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты. «Что ж она, дура, говорит, кабан? Это не кабан», — сказал кум, выпуча глаза. «Вишь, какого человека кинула в мешок», — сказал ткач, пятясь от испуга. «Хошь, что ни говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он не пролезет в окошко». «Это кум!» — вскрикнул, взглядевшись кум. «А ты думал, кто?» — сказал Чуб, усмехаясь. «Что, славно я выкинул над вами штуку? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую, в мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мною беспристрастно что-то шевелилось». Ткач и кум кинулись к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка. «Вот и другое еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом! Ни колбас, ни полянец, а людей кидают в мешки!» «Это дьяк?» — произнес изумившийся более всех Чуб. «Вот цена! Ай да солоха! Посадить в мешок!» Тут-то я гляжу, у нее полная хата мешков, теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по 2 человека, а я думал, что она только мне одному. Вот тебе и солоха. Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая, если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, глупые девчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице. Может быть, до завтра. Девушки, меж тем дружно взявшись за руки, полетели за вихор с санками по скрипучему снегу. Множество шаля садилось на санки, другие взбирались на самую голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали. Отворили настежь двери в сенях, и в хате и с хохотом втащили мешок. «Посмотрим, что тут лежит!» — закричали все, бросившись развязывать.
Тут и котка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, и так усилилось, что он начал икать и кашлять во все горло. «Ах, тут сидит кто-то!» — закричали все и в испуге бросились вон из дверей. «Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые?» — сказал, входя в дверь Чуб. «Ах, батька!» — произнесла Оксана. «В мешке сидит кто-то». «В мешке? Где вы взяли этот мешок?» «Кузнец бросил его посреди дороги», — сказали все вдруг. «Ну, так не говорил ли я?» — подумал про себя Чуб. «Чего ж вы испугались? Посмотрим. А ну-ка, человечье, прошу не погневаться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка». Голова вылез. «Ах!» — скрикнули девушки. «И голова влез туда же», — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. «Вишь как!» Более он ничего не мог сказать. Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать. «Должно быть, на дворе холодно», — сказал он, обращаясь к Чубу. «Морозец есть», — отвечал Чуб. «А позволь спросить себя, чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем?» Он хотел не то сказать, он хотел спросить, как ты, голова, залез в этот мешок, но сам, не понимая, как-то выговорил совершенно другой. «Дегтем лучше», — сказал голова. «Ну, прощай, Чуб». И, нахлобучив капелюху, вышел из хаты. «Для чего?» — спросил я с дуру, чем он мажет сапоги, — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. «Ай да солоха! Этого человека засадить в мешок! Вишь, чертова баба! А я дурак! Да где ж тот проклятый мешок? Я кинула его в угол, там больше ничего нет», — сказала Оксана. «Знаю я эти штуки, ничего нет. Подавайте его сюда, там еще один сидит. Встряхните его хорошенько». «Что, нет?» «Вишь, проклятая баба, а поглядеть на нее, как святая, как будто из коромного никогда не брала в рот». Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть 9:00. Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине, воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо них, сидя в горшке, колдун. Как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки. Как клубился в стороне облаком целый рой духов. И как плясавший при месяце черт снял шапку, увидевший кузнеца, скачущего верхом. Как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма. Много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту остановились поглядеть на него, а потом снова неслось все далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург, весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск по обеим сторонам, громоздятся 4-этажные стены, стук копыт коня,
Звук колеса отзывался громом и отдавались с 4 сторон. Дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел под 1000 летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ, вкрытых сукном шубах, он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой! Сколько тут панства!» — подумал кузнец. «Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то заседатель. А те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничий, то верно комиссара, а может еще больше». Его слова прерваны были вопросом черта. «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно», — подумал кузнец. «Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все были таки посоветоваться с ними». «Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам». Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. Акула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь, подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и курившие самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками. «Здравствуйте, панове, помогай Бог вам, вот где увиделись», — сказал кузнец, подошедший близко и ответивший поклон до земли. «Что там за человек?» — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее. «А вы не познали», — сказал кузнец. «Это я, Вакула, кузнец, когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого 2 дня. И новую шину тогда поставили на переднее колесо вашей кибитки». «А, — сказал тот запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?» «А так, захотелось поглядеть, говорят». «Что ж, земляк, — сказал приосанец запорожец, желая показать, что он может говорить и по-русски, — что, большой город?» Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, при том же, как имели случай видеть его сего, он знал и сам грамотный язык. «Губерния знатная», — отвечал он равнодушно. «Нечего сказать, дома большущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквы из сусального золота, до чрезвычайности, нечего сказать, чудная пропорция». Запорожцы, услышавшие кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение, очень для него выгодное. «После потолкуем с тобой, земляк, побольше. Теперь же мы идем сейчас к царице». «К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою». «Себя?» — произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька 4-летнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, но большую лошадь. «Что ты там будешь делать?» «Нет, не можно». При этом на лице его выразилась значительная мина. «Мы, брат, будем с царицей толковать про свое». «Возьмите», — наставил кузнец. «Проси», — шепнул он тихо черту, ударивши кулаком по карману. Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил: «Возьмем его в самом деле, братцы». «Пожалуй, возьмем», — произнесли другие.
Надевай же платье такое, как и мы. Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать. Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая. Гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям. «Боже ты мой! Какой свет!» — думал про себя кузнец. «У нас днем и не бывает так светло». Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу. «Что за лестница?» — шептал про себя кузнец. «Жаль ногами топать. Какие украшения! Вот, говорят, лгут сказки. Кой черт лгут! Боже ты мой, что за перила! Какая работа! Тут одного железа рублей на 50 пошло». Уже забравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу подскользнуться на паркете. Прошли 3 залы. Кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивший в 4-ю, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с младенцем на руках. Что за картина? Что за чудная живопись, рассуждал он. Вот, кажется, говорит, как кажется живая, а дитя святое и ручки прижала, и усмехается, бедная. А краски, Боже ты мой, какие краски! Тут в охры, я думаю, на копейки не пошло, ведь ярь да бакан, а голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был блеевцом. Сколько, однако, неудивительны сии малевания. Но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери, щупая замок, еще больше достойна удивления. Какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще 2 залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпились несколько генералов, вшитых золотом мундиров. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественному росту довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его слово. И даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь, выполнять его. Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. «Таисий, батька», — отвечали запорожцы, кланяясь снова. «Не забудете говорить так, как я вас учил?» «Нет, батька, не позабудем». «Это царь?» — спросил кузнец одного из запорожцев. «Куда тебе царь? Это сам Потемкин», — отвечал тот. В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда девать свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых в золото в кафтанах и с пучками позади.
Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: «Помилуй, мама, помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. «Встаньте!» — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев. «Не встанем, мама, не встанем! Умрем, а не встанем!» — кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы. Наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной, царствующей женщине. Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе. — Да спасибо, мама, провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Порожье. Почему ж не жить как-нибудь? Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед. «Помилуй, мама, зачем губишь верный народ? Чем прогневали? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались в чем-либо с Турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? Тем ли, что перевело твою армию через Перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев?» Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку своей бриллианты, которые были унизаны его руки. «Чего же хотите вы?» — заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга. «Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите», — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю. «Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев, будь сказано вашей милости, сделаны черевички, что на ногах ваших. Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что если бы моя жинка надела такие черевички?» Государыня разосмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел. «Встань!» — сказала ласково государыня. «Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сейчас башмаки самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Вот вам!» Продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных. «Предмет, достойных остроумного пера вашего». «Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Ла Фонтена», — отвечал, поклоняясь, человек с перламутровыми пуговицами. «По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете.
Однако ж, продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, я слышала, что на сече у вас никогда не женятся. Як же, мама, ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом. И кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицей как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ», — подумал он сам себе, — «верно, недаром он это делает». «Мы не черницы», — продолжал запорожец, — «а люди грешные, падки, как и все честное христианство до скоромного. Есть ли у нас немного таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сече? Есть такие, что имеют жен в Польше. Есть такое, что имеют жен в Украине. Есть такие, что имеют жены в Турищине». В это время кузнецу принесли башмаки. «Боже ты мой, что за украшение!» — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. «Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, тщательно, ваше благородие, ходите, и на лед кобзаться, какие ж должны быть сами ножки? Думаю, по малой мере из чистого сахара». Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованным таким благосклонным вниманием, кузнец уже давно хотел расспросить хорошенько царицу о всем. Правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное? Но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» И вдруг очутился за шлагбаумом. «Утонул, ей-богу, утонул! Вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул», — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посреди улицы. «Что ж, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?» — кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. «Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец». «Кузнец повесился? Вот тена», — сказал голова, выходивший от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривающим. «Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница», — отвечала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул в проруби. Это я так знаю, как то, что сейчас была у шинкарки». «Срамница, вишь, чем стала попрекать?» — гневно возразила баба с фиолетовым носом. «Молчала бы, негодница. Разве я не знаю, что тебе дьяк ходит каждый вечер?» Ткачиха вспыхнула. «Что дьяк? Кому дьяк? Что ты врешь?» «Дьяк?» — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкою. «Я дам знать дьяка. Кто это говорит, дьяк?» «А вот кому ходит дьяк», — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. «Так это ты, сука?» — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поешь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе. Отвяжись от меня, сатана», — говорила пятясь ткачиха. «Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!» Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе. Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы все лучше слышать, подобрался к самим спорившим.
«А, скверная баба!» — закричал Голова, обтирая полую лицо и поднявший кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. «Экая мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться. Так кузнец утонул, боже ты мой! А какой важный живописец был! Какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была? Да, продолжал он, задумавшись, таких людей мало у нас на селе. То-то я еще, сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот те и кузнец. Был, а теперь и нет. А я собирался было подковать свою рябую кобылу. И, будучи полон таких христианских мыслей, Голова тихо побрел в свою хату. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толком баб. Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. А что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый, и не могла заснуть. То разметавшаяся во обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя, то, приутихнув, решалась ни о чем не думать, и все думала, и все горело, и к утру влюбилась по уши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участии Вакулы. Его мысли заняты были одним. Он никак не мог позабыть вероломство Солохьев, и сонный не переставал бранить ее. Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе, к Анастасу. Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большую частью в кабиняках, из-под которых выказывалась белая, а у них и синяя свитка. На всех лицах, куда ни глянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак Свербыгус клал поклоны. Одна только Оксана стояла, как будто не своя. Молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно досаднее другого, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение. Слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, что виною был кузнец.
Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто все чего-то не хватает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда было бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели «Отче наш» или же «Херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутренняя, а после заутренней отошла обедня. Куда же это в самом деле запропастился кузнец? Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад и мигом очутился Бакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда?» — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта. «Постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативший хворостину, отвесил он ему 3 удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. И так вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сене, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко. «Я проспал заутреннюю и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это верно Бог нарочно познал наказание за его грешное намерение погубить свою душу. Наслал сон, который не дал ему даже побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедуется в этом попу, и с сегодняшнего же дня начнет бить по 50 поклонов через весь год, заглянул он в хату, но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев. Вынул из сундука новую шапку решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве. Вынул также новый всех цветов пояс. Положил все это вместе с нагайкой в платок и отправился прямо к Чубу. Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему удивиться. Тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом: «Помилуй, батька, не гневись, вот тебе и нагайка, бей, сколько душа пожелает. Отдаюсь сам, во всем каюсь, бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с моим покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили». Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, которому никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его 3 раза по спине. «Ну, будет с тебя. Вставай. Старых людей всегда слушай. Забудем все, что между нами было. Ну, теперь говори, чего тебе хочется». «Отдай, батька, за меня Оксану». Чуб немного подумал
Поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная. Пояс тоже не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно: «Добрее, присылай сватов». «Ай!» — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи. «Погляди, какие я тебе принес черевики!» — сказал Вакула, — «те самые, которые носит царица». «Мне не нужно черевиков», — говорила она, махая руками и не сводя с него очей. «Я и без черевиков». Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица ее очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше. Проезжал через Диканьку в блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою. «А чья это такая размалеванная хата?» — спросил преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщины с дитятой на руках. «Кузнеца Вакулы», — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она. «Славно, славная работа», — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красную краскою. На дверях же везде были казаки на лошадях и с трубками в зубах. Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крыло с зеленую краской с красными цветами. Это, однако ж, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивалась, у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он, бань, яко какая намалевана». И дитя, удерживая слезенки, косилась на картину и жалась к груди своей матери.